Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу предложить вам рецепт очень вкусного горячего блюда. Жаркое в горшочке из теста. Это блюдо способно произвести фурор среди ваших домочадцев. Ароматное, сочное запеченное мясо с картошкой и овощами, а в качестве хлеба аппетитный хрустящий горшочек из теста. Это блюдо стоит того, чтобы его приготовить. Для теста нам понадобится мука 250 грамм, соль 1 чайная ложка, сливочное масло 30 грамм и 100 мл воды. Для начинки мясо 200 грамм, 2 клубня картофеля, 1 помидор, пол луковицы, 1 зубчик чеснока, сливочное масло, соль, перец, зелень, 1 яйцо, точнее желток, для смазывания теста. Первым делом приготовим тесто. В миску высыпаем 250 грамм муки, делаем в ней небольшое углубление. Выливаем 100 мл обычной воды комнатной температуры. Добавляем 1 чайную ложку соли и 30 грамм мягкого сливочного масла. Все аккуратно перемешиваем. Постепенно с бортиков добавляем муку и замешиваем тесто. Сначала ложкой, затем руками. Тесто вымешивается очень быстро. Готовый комочек постепенно вмакиваем в муку. Мне для этого рецепта всегда достаточно 250 грамм муки. Благодаря наличию сливочного масла оно не липнет к рукам. Заматываем пищевую пленку и даем отдохнуть тесту полчаса в холодильнике. Для этого рецепта я беру индюшиное бедро. Можно заменить на свинину, либо другое мясо, которое вам нравится. Нарезаем небольшими кусочками. Мясо в горшочке будем закладывать сырым, и ему нужно время, чтобы оно хорошенько приготовилось. 2 средних клубня картофеля нарезаем небольшим кубиком. Больше картофеля брать не следует, горшочки получаются небольшого размера, и этого количества будет вполне достаточно. Для сочности я добавляю 1 свежий помидор, также нарезаем его кубиками. При желании можно добавить грибы. Соединяем все ингредиенты в миске. Добавляем зелень, у меня сушеная, соль, перец по вкусу и тщательно перемешиваем. Лук и чеснок нарезаем мелким кубиком. Для 2 горшочков я использую пол небольшой луковицы и 1 средний зубчик чеснока. Переходим к формированию блюда. Достаем тесто из холодильника и делим его на 2 равные части. От одной части отщипываем где-то 2/3 теста, оно послужит для декорации горшочка. Кусочек, что побольше, раскатываем в не очень тонкий пласт. Для формирования я буду использовать вот такую пиалочку объемом 250 мл. Перекладываем тесто в форму, формируя у него высокие бортики. Выкладываем половину начинки. Сверху посыпаем луком, чесноком и кладем небольшой кусочек сливочного масла для сочности. Защипываем горшочек. Делать это следует очень тщательно, чтобы при приготовлении тесто не расклеилось и вся жидкость из начинки не вытекла. Переворачиваем заготовку и перекладываем на противень. Сразу же делаем украшение. Из теста, которое мы отложили, отрезаем небольшой кусочек. Остальное тесто делим на 2 равные части и раскатываем в жгутики. Переплетаем их между собой. Соединяем края. Выкладываем на заготовку. И маленький кружочек. Вот такая получилась имитация крышечки для горшочка. Смазываем горшочки желтком по всей поверхности и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 1 час. Достаем горшочки из духовки. Посмотрите, я слишком близко расположила их друг к другу, и они в итоге у меня слиплись. Не повторяйте моих ошибок. И один из горшочек все-таки пустил сок, назовем это так, но я не расстроилась. При переносе блюда на тарелку оба горшочка прекрасно держали форму. А сок, который выделился в процессе выпечки, я перелила в блюдце и когда открыла крышечку, просто вылила его обратно в горшочек. Вот такое блюдо имеем в итоге. Очень аппетитная румяная корочка. Внутри сочная, вкусная, сытная начинка.
Такое блюдо можно смело готовить к праздничному столу. Гости точно оценят такую подачу. Отрезаем крышечку и наслаждаемся. Жаркое сперва съедается с крышкой, а затем отламываются стенки горшочка. Друзья, это очень вкусно. Настоятельно рекомендую попробовать это блюдо. Свои отзывы оставляйте в комментариях под видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Так вы первыми будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.